Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні готую пельмені і хочу поділитися з вами новим рецептом тіста, на якому вони гарно переносять заморозку, не тріскаються, не розварюються, залишаються ціленькими і соковитими. Первым делом приготовлю фарш. Здесь у меня говядина, свинина. Свинина – это лопатка. Сочное мясо очень хорошо подходит для фарша. И вот такой кусочек мяса с салом, чтобы фарш был не сухим, не постным. Лук и свежий чеснок я не добавляю, но у меня адыгейская соль. Она уже идет с приправами и со свежим чесноком. Также черный молотый перец. Еще понадобится вода, но это уже в конце приготовления, и буду смотреть по фаршу. Мясо предварительно помыла, хорошо очистила, удалила косточки и сухожилия. Теперь по очереди перекручиваю мясо с луком. Добавляю соль, черный молотый перец и все это хорошо перемешиваю. Я обязательно в рецепте укажу количество всех продуктов в очищенном виде. И еще раз повторюсь, соль у меня адыгейская. В этом весе будет не чистая соль, а вместе с приправой. Поэтому если вы добавляете чистую соль, то возможно вам понадобится меньше. Учитывайте свой вкус и то, что фарш все-таки надо хорошо посолить, иначе начинка потеряется в тесте. Фарш уже сам по себе не сухой, потому что здесь мясо с салом, но все равно добавляю воду. Здесь у меня 50 грамм, добавляю не всю, а половину. Хорошо перемешиваю до однородности и выливаю остальную. Снова все вымешиваю. Вот такой получается фарш, мягкий, но не жидкий. Пельмени будут сочные. Делю его на две части и каждую отбиваю. Фарш должен уплотниться, тогда с ним легче работать. Смотрите, от лука фарш начинает темнеть. Поэтому луком заправляйте именно то количество фарша, которое вы израсходуете в данный момент. При хранении он станет еще темнее. Не надо оставлять в нулевой камере или в морозильной, потому что изменится не только цвет, но и вкус в худшую сторону. Затягиваю пищевой пленкой и оставляю при комнатной температуре. Пусть фарш немного постоит, насытится специями, мясо впитает в себя эту воду, а я за это время приготовлю тесто. Муку я уже просеяла, здесь 500 грамм. Одно яйцо, один белок, пол чайной ложки соли и столовая ложка растительного масла. Плюс еще вода, ее надо будет закипятить. Вода только-только закипела. Высыпаю сюда соль, хорошо перемешиваю. Белок соединяю с яйцом, тоже хорошо перемешиваю. И выливаю в муку. Сюда же столовую ложку растительного масла, замешиваю кашицу и довожу до крошки сразу вилкой, потом перетирать буду руками. Чем мельче получается эта крошка, тем меньше вероятности, что заварится яйцо. И заваривать тесто можно как крутым кипятком, так и немного остывшим. Вот пока я все это сделала, вода чуть-чуть остыла. Еще раз перемешиваю, на донышке было немного соли. Выливаю на тесто и начинаю замешивать. Сразу вилкой, пока это все горячее, домешивать буду руками. Так как пельмени варятся немного дольше, чем вареники, поэтому и тесто должно быть плотнее. Тем более здесь еще добавочный белок, который укрепляет тесто. У меня всегда в холодильнике есть белки. Я решила добавить, попробовать, и мне очень понравилось. Замораживаются они хорошо, не трескаются. Даже один раз забыла упаковать их в пакет. Лежали они всю ночь в морозилке, открытые, без ничего, просто на досточке. И тесто не потрескалось. И варятся хорошо, не раскрываются. Очень советую, попробуйте и напишите, как вам результат. Ну вот так вот и достаточно. Плотность теста меня устраивает. Собираю всю оставшуюся муку по коврику. Вот подпылила его только один раз. Забыла сказать, что на разной муке тесто получается разной консистенции. Как добавить муку, знают все. Просто подпыляйте коврик, вымешивайте. Если недостаточно плотное, подпыляйте еще. Ну, а если по данному рецепту у вас тесто уже получилось плотным, твердым, значит, растяните его вот таким вот образом. Налейте сюда столовую ложку воды, размажьте
Закройте тестом и вымешивайте. Не добавляйте воды сразу много. Добавили ложку, вымесили. Если еще плотное, снова также растяните. Еще добавьте 1 столовую ложку воды. Я думаю, этого будет достаточно. Все зависит от качества муки. Посмотрите, какое гладкое тесто. Гладкое, плотненькое. Оно уже полностью готово. Подкатываю в шар. Накрываю миской, чтобы на нем не появлялась корочка. И оставляю, пусть тесто отдохнет, клейковина расслабится. К тому же оно еще немного остынет. И можно раскатывать и делать пельмени. Тесто отлежалось, полностью остыло. На нем не появилась корочка. Гладкая, однородная. Коврик подпыляю мукой. Отрезаю больше половины. Этот кусочек снова накрываю миской, чтобы не заветривался. А это тесто сверху тоже подпыляю мукой и раскатываю. И раскатываю, как всегда, в разных направлениях. Проверяю, чтобы не прилипало к коврику. Собираю всю муку, которая на нем есть. И продолжаю раскатывать. Если вы замечали, вот здесь вот в середине всегда тесто получается толще. Поэтому раскатываю от середины краешком, чтобы по всей площади оно было одинаковой толщины. Толщина теста должна получиться где-то 1,5–2 мм. Ну вот так вот и достаточно. Тем более оно еще при лепке будет немного растягиваться. Вот такое вот красивое, удобное в работе тесто. Вырубка диаметром 5,5 см. Располагаю поближе друг к дружке, чтобы поменьше оставалось обрезков. Так, собираю их. Обрезки соединяю в один кусочек, прячу под тесто и вымешиваю без добавления муки до однородности. Пельмени можно делать по-разному, это как вам удобно. Или в каждую вареничку набирать фарш ложечкой. С тестом очень легко работать. Я руки даже не подпыляю мукой. Оно совсем не прилипает, остается эластичным, легко лепится. Может быть, даже слепится и за один раз, но я для надежности прохожу второй. Гребешок этот большим не делайте. Только так, чтобы склеилось тесто. Можно его немного растянуть, чтобы добавить больше фарша. Здесь уже по вашему вкусу. Вот такой получается вареник, ровненький, пузатенький. Снова стягиваю краешки и придавливаю. И фарш, несмотря на то, что он мягкий и сочный, совсем не прилипает к рукам. Вот я его придавливаю, уплотняю, и пальцы остаются чистыми. Главное хорошо его отбить. И еще заметила, если фарш на одной свинине, как вы его не отбиваете, он может немного прилипать к пальцам. Не очень удобно лепить, поэтому хоть немножко, но добавляйте говядины. И фарш будет вкуснее, и легче с ним работать. Эти пока уберу в сторону. Вот посмотрите, лежат на коврике и не прилипают, без добавления муки. Можно фарш не раскладывать ложкой. Вот руки намочила водой, совсем чуть-чуть, так, чтобы с них не текло. Беру немного фарша, отбиваю в руках, уплотняю и пальцами отделяю нужную порцию. Отделила и на тесто. Переворачиваю фарш гладкой стороной вверх, так будет удобнее, так легче отделяются нужные порции. И вот так вот быстренько разложила по всему тесту и делаю точно так же. Руки надо вытереть насухо, чтобы тесто не прилипало. И снова, не подпыляя их мукой, леплю пельмени. На огонь поставила воду, довела до кипения. Вот теперь добавляю соль, лавровый листик. Воду обязательно надо посолить. Тогда пельмени или вареники никогда не раскроются. Даже если вы делаете вареники со сладкой начинкой, все равно солите воду. Она не скажется на вкусе вареника, но вода получается плотнее, я думаю, из-за этого. И вареники, также и пельмени не раскрываются. Здесь я приготовила миску уже с мягким сливочным маслом. Хорошо ее перемешиваю, делаю воронку и опускаю пельмени. Много в кастрюле не трамбуйте, чтобы им было где там купаться, плавать.
Снова перемешиваю, только уже обратной стороной ложки, чтобы не травмировать пельмени, чтобы они все остались целенькие. Вот теперь накрываю, чтобы они быстрее закипели. Возможно, помешаю еще один раз до кипения. Вода начинает кипеть, снимаю крышку, больше накрывать не буду. И вот с этого момента провариваю около 5 минут. Не сначала бурного кипения, а вот как только оно начинается, пельмени уже варятся. Засекайте время, 5 минут будет достаточно. Все пельменчики целые, вода чистая. Пельмени сварились, я их перетряхиваю, купаю в масле полностью. Вот такие попрыгунчики. Ни один пельменчик не раскрылся, не разварились. Видно, что тесто крепкое, хорошо держит себе начинку. Вот такие аппетитные и, уверяю вас, очень-очень вкусные. Немного остынут, покажу, какие они внутри. Тоненькое тесто, много начинки и очень сочные. Можете добавить сверху зелень. Кто-то любит спрыснуть немного уксусом. В общем, дополняйте их по своему вкусу. Пельмени получаются очень вкусные. Готовьте з удовольствием і приятного вам апетита. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки і бажаю вам всього найкращого.